О, Марти новое видео выпустил, я первый лайк ему поставлю! Всем привет, с вами Марти, и в этом видео я расскажу вам о 3 вещах, которые довольно сильно бесят меня в страйкболе. Это будет мое чисто субъективное мнение, и если вы с ним не согласны, пишите свое мнение в комментариях. Перед началом основной темы видео я бы хотел кое-чем с вами поделиться. Как вы знаете, YouTube очень негативно относится к оружейному контенту, и зачастую его автоматическая система проверки не видит никакой разницы между страйкбольным оружием и огнестрельным. И стоит мне лишь засветить перед камерой любой привод, а тем более сделать на него полноценный обзор, как такое видео с вероятностью в 90% автоматически получит желтый значок монетизации. И его, скорее всего, не снимут даже после ручной проверки живым сотрудником YouTube. Но видео с желтым значком выпадает из всех алгоритмов YouTube и набирает намного меньше просмотров, чем могло бы. YouTube такие видео просто не продвигает, потому что ему невыгодно. Именно поэтому ваш безвозмездный лайк очень важен для моего канала. Он поможет продвижению этого видео. Кроме того, просьба не проходить мимо спонсора данного видео, который дополнительно смотивировал меня на его съемку. Raid Shadow Legends — это пошаговая коллекционная RPG, сделанная по всем канонам. Надоели гламурные мультяшные игры? Raid Shadow Legends перенесет тебя в мир реалистичного темного фэнтези. Собирай, экипируй, обучай и улучшай команду героев, чтобы начать свое захватывающее путешествие. Испытай себя в нескончаемых турнирах, соревнуйся со всем игровым сообществом, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема, со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А еще в мае Raid запускает патч 1.15, который откроет новые возможности турниров на арене. Зарабатывайте очки в соответствии с вашим уровнем и выигрывайте потрясающие награды в локальных и глобальных турнирах. Игра доступна бесплатно не только на мобильных устройствах, но и на ПК. Так чего же ты ждешь? Качай игру прямо сейчас только по моим ссылкам в описании и получи в подарок 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. И поторопись, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Удачи в рейде! Рекламная пауза окончена, переходим к основной теме видео. Сразу скажу, что это не топ, а просто список, и в перспективе его можно продолжать до бесконечности. Приду в страйкбол, буду снайпером, как Марти! Первое, что меня бесит в страйкболе, это дети. Марти, да как ты можешь? Я же твой фанат, я как дизлайков понаставлю! Так, злой школьник, успокойся. Сейчас все объясню. Я не против того, чтобы дети в принципе имели возможность играть в страйкбол, но при этом я не поддерживаю политику тех организаторов, которые допускают детей на все игры подряд. Среди довольно большой части моих зрителей существует миф, что в страйкбол чуть ли не по закону можно играть лишь с 18 лет. Это, конечно же, не так. Да, в некоторых правилах такое ограничение четко прописано, но это лишь потому, что часть организаторов не хочет брать на себя ответственность за возможные травмы, полученные несовершеннолетними на их играх. Меня мама на страйкбол собирала! И таких организаторов можно понять, потому что если ребенок серьезно пострадает на игре, даже расписка от родителей, которая разрешала ребенку играть, вряд ли поможет, если дело дойдет до общения с правоохранительными органами. Однако есть страйкбольные клубы, которые допускают на игры детей, если они играют вместе с кем-то из родителей. В этом случае ответственность за здоровье ребенка несет сам родитель. Также есть клубы, которые организуют отдельные детские игры. И к такому подходу я отношусь в целом положительно. Папа, смотри, там враги на том конце полигона! Но когда на общую игру, повторяю, общую, допускают детей лет по 10, по 8, а то и младше, даже в присутствии родителей, я считаю это как-то ненормально. Тем более, когда на игре используется автотранспорт или бронетехника. Думаю, вы понимаете, что вот такого маленького ребенка очень легко не заметить и случайно переехать. И я ничего не придумываю. Я реально неоднократно видел, как на играх с танками присутствуют вот такие маленькие дети. Папа, я попал в него, я попал!
И даже если не брать в расчет проблемы безопасности, то нельзя отрицать, что маленькие дети, бегающие среди взрослых игроков, смотрятся как минимум стрёмно. Именно поэтому мне постоянно приходится вырезать из своих геймплеев фрагменты, где в кадр попадают маленькие дети или кричат что-то на заднем плане. Потому что, во-первых, это смотрится стрёмно и убивает всю атмосферу видео, какая бы она там ни была. А во-вторых, в комментариях после этого появляется много дурацких вопросов. О, видео маленький мальчик, а чё, детям тоже можно играть в страйкбол? Когда на общие игры допускают несовершеннолетних лет по 15-16, я отношусь к этому вполне спокойно, потому что зачастую это уже более или менее сформировавшиеся взрослые люди. У них хотя бы рост нормальный и физические возможности, в отличие от совсем маленьких детей. И я прекрасно понимаю, что дети бывают разные, воспитание разное. И уровень подготовки разный. Некоторые маленькие дети играют в страйкбол очень круто. Но все-таки многим организаторам я бы как-то пожелал иметь хотя бы какое-то железное ограничение по возрасту. Вторая вещь, которая меня бесит, это плаксивые девочки. В чем лицо стреляешь? А вы что думали, все это время я критиковал женщин? Вовсе нет. Под маленькими капризными девочками я подразумевал в основном мужиков, которые не носят защитных масок, но при этом начинают жутко возмущаться, стоит лишь кому-то с близкой дистанции выстрелить им в лицо. И я прекрасно понимаю, что маска мешает, в ней жарко, целиться неудобно, для кого-то это вообще запретный аксессуар, потому что он нарушает антураж. Но давайте будем объективными. Если кто-то сознательно берет на себя риск и не надевает защитную маску, то у него нет никакого морального права предъявлять кому-то претензии за разбитое в кровь лицо или выбитые зубы. Но это, конечно, при условии, что противник стрелял в него по правилам, а не по-сомалийски. Хотя на некоторых играх и такой вид стрельбы не считается нарушением правил. Вот там я особенно рекомендовал бы надевать защиту лица. Лично за себя скажу следующее. При близком контакте с противником я принципиально стараюсь никогда не стрелять в голову, а тем более в лицо, если на нем нет защиты. Но если такое вдруг произошло и противнику было больно, я обязательно извинюсь. Все-таки страйкбол — это игра друзей, даже если некоторые друзья бывают мудаками. И третье, что меня бесит, это мертвецы, которые мешают. Отойди в сторону, мертвый! К сожалению, я довольно часто вижу, как некоторые условно мертвые игроки ведут себя так, как будто на игровом полигоне вообще никого, кроме их, нет. И они как будто специально становятся на линию огня, мешая другим игрокам перестреливаться. И ладно, если такой игрок адекватен. Ты ему крикнул, чтобы он свалил в сторону, и он молча уходит. А бывают и те, кто начинают возмущаться, мол, чего ты на меня кричишь, и вносят еще больше хаоса и неразберихи в игровой процесс. И такой игрок не обязательно должен стоять на месте, чтобы мешать другим. Он может медленно и вальяжно идти на мертвяк, оставаясь на линии огня, вместо того, чтобы обойти данный сектор или как минимум пробежать его, желательно пригнувшись. Напомню, что условно убитый игрок должен сделать все от него зависящее, чтобы не мешать остальным игрокам продолжать игру. И это не просто какое-то неписанное правило хорошего тона, это именно обязанность каждого игрока, которая прописана во многих правилах, но о которой, к сожалению, многие забывают. Надеюсь, мое субъективное мнение никого не оскорбило, а то у нас принято в последнее время оскорбляться по любому поводу. Если вас бесит в страйкболе что-то еще, обязательно напишите об этом в комментариях, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал и соцсети, напоминаю, что в описании много полезных ссылок, и будьте адекватными.